Китай, как одна из крупнейших экономик мира, продолжает активно развивать свои связи с Южной Америкой, преодолевая традиционные барьеры и открывая новые возможности для сотрудничества. Одним из наиболее значительных шагов в этом направлении является запуск масштабного проекта в Перу стоимостью более $3 миллиардов. Этот проект предполагает строительство нового порта и тоннеля, которые значительно улучшат торговлю между Китаем и Южной Америкой, изменяя динамику в западном полушарии и вступая в противостояние с другими крупными мировыми игроками, такими как США. В данной статье мы подробно рассмотрим все особенности и последствия этого проекта для различных сторон и глобальной экономики, подчеркивая его важность на мировой арене. Начало проекта строительства нового порта в Перу было положено в 2019 году с участием китайской инвестиционной компании, что является символом растущего влияния Китая в этом стратегически важном регионе. Этот новый порт должен изменить правила игры, значительно увеличивая возможности для коммерческих грузов между Китаем и Южной Америкой. В отличие от существующих маршрутов, которые часто зависят от Панамского канала, новый порт будет принимать контейнеровозы с осадкой до 17,8 метров, что значительно превышает существующие возможности исторически значимого Панамского канала, оказавшегося под давлением различных природных явлений, таких как изменение климата и естественные катастрофы. Тоннель, который станет частью нового порта, представляет собой важнейший элемент инфраструктуры данного проекта. Он сможет обеспечить дополнительную пропускную способность и улучшить процесс транспортировки товаров, что является ключевым аспектом для решения существующих проблем логистики и транзита в регионе. Новый проект, вызывающий живой интерес и реакцию со стороны США и других стран, подчеркивает его значимость на международной арене, что демонстрирует и побуждает к активным действиям как со стороны государства, так и бизнеса. С 2000 года торговля между Южной Америкой и Китаем значительно возросла, что делает этот регион ключевым игроком в глобальной экономике. В 2000 году объем торговли составлял всего $8,5 миллиардов. Однако к 2021 году этот показатель превысил $450 миллиардов, что сводит к минимуму ситуацию зависимости от традиционных торговых партнеров. Южная Америка стала важным поставщиком различных ресурсов для Китая, таких как продовольствие, медь, нефть и другие ценные материалы, необходимые для поддержания растущей экономики и индустриализации. Эта взаимосвязь только усиливает интерес крупных экономик к торговле и взаимодействию, что находится в фокусе внимания как Китая, так и США. Уже сейчас видно, что Южная Америка является не только рынком сбыта для китайской продукции, но и важным источником ресурсов, что подчеркивает растущую взаимозависимость между двумя регионами, открывая двери для будущего сотрудничества. Постоянно развивающаяся торговля требует соответствующих улучшений в транспортной инфраструктуре, что и стало одним из мотивов для запуска нового порта в Перу, обеспечивая тем самым своим сторонникам надежную и быструю торговлю. Несмотря на растущие объемы торговли, существующие каналы доставки товаров из Южной Америки в Китай и обратно сталкиваются с серьезными проблемами, требующими немедленного решения. Основной маршрут для доставки грузов проходит через Панамский канал, который имеет ряд ограничений по пропускной способности и подвержен различным природным явлениям, что может привести к сбоям в логистике. Например, в 2023 году из-за засухи и резкого снижения уровня воды в озере Гатун возникли серьезные пробки, приведшие к задержкам в доставке товаров и увеличению затрат для компаний, что значительно сказалось на их финансовых показателях. Эти обостряющиеся проблемы с транспортировкой создают необходимость в расширении возможностей логистики,
что делает проект в Перу крайне актуальным и своевременным. Новый порт, о котором идет речь, может помочь избежать существующих зависимостей от устаревших инфраструктурных проектов, обеспечивая более быстрый и надежный грузопоток, что особенно важно для экономики как Перу, так и других стран региона. В условиях быстро меняющихся условий на мировых рынках такая инициатива становится особенно вечной. Проект строительства нового порта в Перу является малоизвестным, но крайне важным этапом в глобальной инфраструктурной стратегии Китая, которая нацелена на расширение своего влияния и создание новых торговых узлов. Порт способен принимать контейнеровозы с осадкой до 18 метров, что не только улучшит торговлю с Китаем, но и откроет новые возможности для многих других стран региона, позволяя им выходить на международные рынки. Кроме того, порт включает в себя тоннель, который соединяет его с подъездным комплексом, что значительно улучшает общую логистику и делает процесс поставки более эффективным. Строительство такого порта само по себе – это стратегический шаг, который обеспечит Перу важное преимущество в логистических цепочках, необходимое для дальнейшего роста экономики страны и привлечения иностранных инвестиций. Тоннель длиной 1,8 километра, который строится в рамках проекта, будет оснащен двумя конвейерными лентами и трубопроводами, что значительно ускорит процесс транспортировки товаров. Максимальная скорость движения транспортных средств в этом туннеле будет ограничена 60 км в час, что позволяет обеспечить надежную и безопасную перевозку всей необходимой продукции. Это облегчит работу логистическим компаниям и создаст более благоприятные условия для бизнеса. Кроме того, тоннель будет соединен с панамериканским шоссе, что обеспечивает легкий доступ к основным транспортным маршрутам между Южной Америкой и Китаем, что будет способствовать улучшению транспортировки и сокращению временных затрат на доставку. Порт также оснащен двумя площадками для насыпных и генеральных грузов, а также двумя площадками для контейнеров, что дополнительно улучшает его пропускную способность и эффективность. Таким образом, данный проект позволяет развивать инфраструктуру региона и успешно конкурировать на международной арене. Морские порты, как правило, подвержены различным воздействиям со стороны волн и ила, что может негативно сказаться на их функционировании и стабильности. В случае нового порта в Перу был построен волнорез длиной 2678 метров, который надежно защищает порт от разрушений и внешних факторов, создавая комфортные условия для работы. Этот волнорез состоит из щебня и специальных блоков, произведенных из бетона, что обеспечивает его долговечность и устойчивость. Команда, работающая над проектом, осознает важность защиты инфраструктуры от естественных угроз, что дополнительно подчеркивает надежность нового порта. Это важный шаг для обеспечения непрерывной работы порта и возможности соблюдать все контракты с клиентами без задержек и простоев в грузопотоке, что в конечном итоге дает возможность участникам рынка планировать свою деятельность более эффективно. Важно отметить, что надежная защита порта поможет предотвратить дополнительные затраты, связанные с возможными повреждениями. С привлечением современного оборудования и передовых технологий первый груз в виде свежих фруктов был успешно отправлен из Перу в Китай, достигнув пункта назначения за 23 дня, что свидетельствует о высоком уровне организации логистических процессов. Этот первый опыт подтвердил философию, положенную в основу проекта, и значительно ускорил торговлю между Латинской Америкой и Китаем, что, безусловно, является важным шагом в развитии экономики региона. Планы на будущее также предполагают строительство еще 11 доков, что увеличит их общее количество до 15, предлагая дополнительную пропускную способность для торговых операций.
Это позволит не только повысить пропускную способность, но и привлечь большее количество грузоперевозчиков, что создаст здоровую конкурентную среду и инвестирует в местные экономики. Существующие грузовые линии будут дополнены новыми маршрутами, что позволит улучшить взаиморасчеты между регионами и повысит уровень комфорта для клиентов. Согласно предварительным расчетам, пропускная способность нового порта составит 1 миллион 20-футовых контейнеров в год, что позволит значительно увеличить объемы торговли и поставок. Порт будет принимать более 40 тысяч тонн товаров в сутки, что значительно улучшит логистику в регионе и создаст мощный стимул для развития внешнеэкономической деятельности. Время в пути сократится с 35 до 23 дней, что экономически выгодно и улучшает конкурентоспособность как Перу, так и Южной Америки в целом. Этот проект не только сделает торговлю более эффективной, но и создаст дополнительные возможности для местного бизнеса, что, безусловно, положительно скажется на экономической ситуации в регионе. Новые рабочие места, созданные в ходе его реализации, положительно скажутся как на доходах граждан, так и на благосостоянии всей страны, что является важным фактором для социального прогресса. Однако местные общины выражают обеспокоенность по поводу социальных и экономических последствий проекта, что делает необходимым учитывать интересы всех сторон при реализации. Порты и новые торговые пути принесут Перу внушительные экономические выгоды, оцениваемые в $4,5 миллиарда, что является колоссальной суммой для экономики страны. После завершения строительства порт создаст около 8 тысяч новых рабочих мест, что даст возможность многим сообществам улучшить свои условия жизни и найти новые возможности для работы и самовыражения. Однако местные общины выражают обеспокоенность по поводу социальных и экономических последствий проекта, что требует от правительственных структур внимательного подхода к организации работ и соблюдения прав граждан. Поскольку китайские предприятия продолжают расширять свое влияние в регионе, правительства Южной Америки должны сохранить баланс между экономическими интересами и потребностями местного населения. Это может стать трудной задачей, особенно с учетом растущей конкурентной борьбы между США и Китаем за влияние в данном регионе. Очень важно, чтобы государственная политика была направлена не только на привлечение иностранных капиталовложений, но и на защиту интересов местного населения, что создаст устойчивую основу для будущего. С точки зрения геополитики, порт является серьезной головной болью для США, которые стремятся ограничить влияние Китая в Южной Америке. Новый проект может стать важной точкой торговли между Южной Америкой и Азией, что очень беспокоит американские власти и экономистов, анализирующих текущие тенденции. В условиях растущего соперничества между Вашингтоном и Пекином этот порт становится важным активом для Китая в его стремлении укрепить свои позиции в регионе и извлечь из этого максимальную выгоду. Китайская инициатива «Один пояс, один путь», нацеленная на создание новых торговых узлов и путей, вызывает определенную обеспокоенность со стороны США, которые видят в этом угрозу своей доминирующей роли в мировой экономике и политике. По мере реализации портового проекта в Перу, США будут вынуждены адаптироваться к новым условиям и пересмотреть свою стратегию на южноамериканском континенте, ориентируясь на новые реалии и используя доступные им инструменты. В 2023 году США начали активнее нагнетать опасения по поводу нового порта, утверждая, что он может также быть использован китайскими военными кораблями, что является значительным дипломатическим вызовом. Этот аспект вызывает серьезные опасения не только в Соединенных Штатах, но и у многих других стран, которые следят за растущим влиянием Китая в ключевых регионах, подчеркивая уникальность и серьезность текущей ситуации. Таким образом,
Международное сообщество должно внимательно следить за разработкой и строительством этого порта, какие бы возможности он ни предлагал для Азии и Южной Америки. Китайский порт в Перу может стать важным элементом в архитектуре глобальной торговли, и его влияние, безусловно, будет ощущаться в течение многих лет вперед. Этот проект демонстрирует, как важны международное сотрудничество и инвестиции в инфраструктуру для достижения целей устойчивого развития странам как развивающимся, так и тем, которые уже заняли хорошие позиции на мировой арене. Итак, проект строительства нового порта в Перу, инициированный Китаем, представляет собой важное и многогранное событие не только для самой страны, но и для всей глобальной экономики. Он может значительно изменить расстановку сил в международной торговле и геополитике, повлиять на стабильность в регионе и сформировать новые требования к новому портовому комплексу. В то время как Южная Америка становится стратегически важным торговым партнером для Китая, США должны переосмыслить свои стратегии и подходы к взаимодействию с этим регионом, учитывая все вышеизложенные аспекты. В конечном итоге успех этого проекта будет зависеть не только от технологий, но и от вопросов социальной ответственности, устойчивого развития и обеспечения благосостояния местных сообществ. Внимание к интересам всех сторон, прозрачность в осуществлении менеджмента и регулярный мониторинг результативности проекта станут ключевыми факторами, которые приведут к успешной реализации данного амбициозного проекта, что откроет новые горизонты для международной торговли и инвестиций в будущее.